Шри Сайрам. И сейчас слово предоставляется Шри Нарасимха Мурти. Dear Шри Нарасимха Мурти, please talk to us. Very loving salutations at the lotus feet of our most beloved Divine Master, Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Вся моя любовь к лотосным стопам моего Бхагавана Шри Сати Сай Бабы. Very dear and esteemed brothers and sisters. Дорогие, уважаемые братья и сестры. It was the celebrated Russian novelist Fyodor Dostoevsky who said, Был такой известный писатель, романист Достоевский, и он сказал следующее. Russian faces are most beautiful because they are most expressive. Русские лица невероятно красивы, потому что они невероятно выразительны. Russian faces cannot hide anything. Русские лица ничего не могут спрятать. What is in their hearts is reflected on their faces. Все, что на сердце у них, то и отражается на их лицах. Celebrated scientist Albert Einstein said, Был известный ученый Альберт Эйнштейн, и он сказал также. Albert Einstein was a great fan of Fyodor Dostoevsky. Он был также великим почитателем Достоевского. He said, Он сказал, whenever I feel despair in my heart, I go to Fyodor Dostoevsky and especially his novel Brothers Karamazov. и когда бы не было грустно у меня на сердце, я всегда обращаюсь к Достоевскому, и особенно к его произведению «Братья Карамазовы». He said that Dostoevsky was the one who had understood the human mind best. Он сказал, что Достоевский – это был тот человек, который лучше всех понял природу человеческого ума. On this evening, I experienced the truth of that statement. И вот в этот вечер, сегодня, я переживаю, насколько истинно было это утверждение. Your hearts are full of joy, faith, devotion, goodness and godliness. Я чувствую, как сердца ваши переполнены счастьем, покоем, благостью и любовью к Богу. Because your hearts know that you are in the presence of God this evening, on this most beautiful evening. И все это происходит потому, что ваши сердца знают, что вы находитесь в присутствии Господа в этот великолепный вечер. It is about people like you that Lord Jesus declared 2000 years ago. И именно о таких людях, как и вы, сказал Господь Иисус 2000 лет назад. When he spoke to his doubting disciple Thomas, Когда он говорил со своим последователем Томасом, Фомой неверующим. You see me and believe me, but blessed are those who do not see yet believe. Вот ты видишь меня, и ты уверовал в меня, но благословенны те, кто не видели меня, и тем не менее уверовали. That is what my dear brother Dimitri said. Вот о чем сказал мой дорогой брат Дмитрий. My heart is overflowing with love and joy. Мое сердце переполнено любовью и радостью. It happens only in the divine presence. И это происходит только в присутствии Господа. I don't see him. Я не вижу его глазами. My heart tells me he is here. Но мое сердце говорит мне, он присутствует здесь. Blessed are those who don't see yet believe. Благословенны те, кто не видят, но тем не менее уверовали. And all the wonderful things that are happening all over the world today. И все невероятно хорошие вещи, которые происходят сейчас по всему миру, are woven around the mysterious, most enigmatic phase in the life of Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Они невероятные, они загадочные, и они связаны с жизнью и с верой в Сатья Сай Бабу. Satya Sai Baba was always an enigma wrapped in a riddle. Сатья Сай Баба всегда был огромной загадкой, непостижимым. He did most miraculous things. Он совершал непостижимые чудеса. He also did most mysterious things.
Он совершал чудеса из чудес. Nobody could predict what he would do. Никогда невозможно было предсказать, что произойдет, что он сделает. That is what exactly Baba is doing today. Вот и именно то, что и происходит сегодня, то, что и сделал он. He is doing today what no divine personality ever did. Сегодня он сделал то, чего до него не сделала ни одна божественная личность. Even after giving up his physical body, he is continuing his mission, divine mission. Даже оставив свое физическое тело, он продолжает свою божественную миссию. This never happened in the history of mankind. В истории человечества этого никогда не случалось. That is why his devotees are confounded. Вот почему сегодня подтверждается это, и подтверждается это его преданными. Even his most beloved devotees are most confused. Даже многие его преданные, самые любимые из них, тем не менее, пришли в замешательство. But definitely those devotees who suspend their mind and see through their heart know that Baba is here and doing what he was always doing. Но те из них, кто живут сердцем своим, и кто медитирует через сердце и посвящают ум свой, они знают, что Господь находится здесь, и они знают, что Он с ними. But all the time, Baba had dropped hints as to what he would do, even when he was in the physical body. Даже когда Баба не находится в физическом теле, Он подсказывает нам, Он дает нам подсказки. On his 83rd birthday in November 2008, to be precise, 23rd November 2008, И во время его 83-го дня рождения, I'm sorry, could you kindly repeat that? I'm sorry. It is like Thursday. Again, I've lost. 23rd November 2008, on his 83rd birthday, Baba said, И 23 ноября во время своего 83-го дня рождения с вами сказал: I am going to build a mansion on the hilltop in Mudenahalli. Я собираюсь построить здание на верхушке горы, на верхушке холма в Муданахале. This is recorded in the Satya Sai Speaks volumes. И это записано в серии «Сатья Сай говорит», в одном из томов. On that day he said it is going to be the administrative building of the university at Mudenahalli. И он сказал, что это будет одно из административных зданий университета в Муданахале. In fact, he also came to Mudenahalli on 14th of February 2009. He came to Mudenahalli И в 2009 году, 14 февраля, он также приехал в Муданахале. and laid the foundation stone for this building on that hill. И заложил камень, первооснову для этого здания на верхушке холма. He had declared that he would establish an educational campus of the university at Mudenahalli. И он заявил, что теперь заложена основа большому студенческому городку в Муданахале. On 14th of February 2009, Baba spoke at Mudenahalli in a public meeting. И 14 февраля 2009 года с вами говорил о Муданахале на собрании общественности. Before he came to the platform or the dais on that day for his speech, И прежде чем он поднялся на подиум, чтобы рассказать, чтобы дать речь, a few of us, 3 of us, were sitting at his lotus feet in his room in the temple, in the mandir at Mudenahalli. For half an hour we were sitting with him. 3 из нас сидели вместе с ним в храме, и у нас была беседа вместе с ним. He did not tell us anything at that point of time when 3 of us were around him, sitting in his room in Mudenahalli. Он не сказал нам ничего пока конкретного, пока мы сидели вот в этом здании, в этой комнате, в этом храме в Муданахале. But during public discourse, he called me to the stage. Но во время самой речи он позвал меня на сцену. Here I should tell you a little background. И тут мне следует вам сказать немного о том, что у нас было в прошлом. Almost 23 years before, in 1983, Baba came to Mudenahalli
and I was serving him at Mudenhalli as secretary of the institution there in Mudenhalli. Примерно лет 20 назад, в 1983 году, я работал секретарем его секретариата Муданахали. He took me to Prashant Nilayam and told me to serve his students, the university students in Prashant Nilayam, made me the warden of the institute at Prashant Nilayam. И он сказал, что я буду работать в Прашанте Нилаям, и он сделал меня управляющим, наверное, да, в самого Прашанте Нилаяма, института Прашанте Нилаяма. After 5 years, he sent me to Whitefield, Vrindavan, to be the warden of the university at Whitefield. И через 5 лет он послал меня в Бриндаван, и я тоже там руководил всем институтским городком. He had kept me there for 22 years in Whitefield. И в течение 22 лет я работал в Уайтфилде. On 14th of February 2014, Swami specially called me from Vrindavan to Mudenhalli to be there. И уже в апреле 2014 года с вами позвал меня, чтобы я был в Муданахале. While speaking to about 10,000 people in Mudenhalli on that 14th of February 2014, 2009. Sorry. Да, и просто поправил, да. И разговаривая перед 10 тысячами человек в 2009 году в присутствии вот всех этих людей в Муданахале, he called me and materialized this ring and put it on my finger. Он позвал меня и материализовал вот это кольцо, надел его мне на палец. It was the Valentine's Day. Это был день Святого Валентина. And God put this ring on my finger. И Баба надел это кольцо мне на палец. That is because I never allowed anybody to put a ring on my finger till then. И я с тех пор, да, потому что я до этого никогда не позволял надеть никому кольцо на этот палец. And then he told me, Narasimhamurthy, you have to come to Mudenhalli. You have the work to do here in Mudenhalli. He said that. И он сказал тогда: Нарасимхамурти, ты должен поехать в Муданахали, у тебя там ждет тебя работа, с этого времени ты будешь пребывать там. I was wondering what Swami is going to do, send me away to Mudenhalli from his presence in Prashant Nilayam and Vrindavan. И я, конечно, расстроился, зачем меня с вами отсылает, здесь я нахожусь в его присутствии, он посылает меня в Муданахали куда-то на расстояние от себя. Later on, Baba planned the university building, the hostel building at Mudenhalli. And we were all wondering what he was going to do with the building which he is going to build on the hilltop. И вы знаете, что есть здание общежития в Муданахали, но мы все время думали, что же он собирается построить вот на вот этой вот верхушке холма. Для чего это здание будет? It could not be a college building, it could not be a hostel building. Why we are building that building on the hilltop? Это не может быть зданием колледжа, это не может быть общежитием. Как же вот такое здание прямо на самой вершине? But none of us around Swami had the courage to go and ask Swami, why are you building this building on the hilltop? И вот, наконец-то, кто-то осмелился и спросил Свами, ну почему все-таки на вот таком, на самой верхушке ты собираешься построить? We all prodded Mr. Ramakrishna, who was the head of the construction group of L&T, which was going to build the buildings at Mudenhalli. We all prodded him. И вот мы все договорились с мистером Рама Кришной, который был руководителем строительного отделения, и вот мы его отправили. We asked him, please go and ask Swami, what is that building on the hilltop for? What is the purpose of that building? Мы попросили его, чтобы он сходил и спросил с вами, все-таки в чем же назначение вот этого здания на вершине холма? None of us could have asked him that question. I couldn't have gone and told Swami, why are you building on the hilltop? Никто из нас не мог задать такой вопрос. Я, например, не мог подойти и сказать: с вами, зачем ты это строишь там? But Ramakrishna went to Swami and asked him, Swami, what is that building for on the hill? И вот Рама Кришна пошел и спросил с вами, для чего предназначается это здание на вершине? And Baba told him, this is for me to stay. This building is for me to stay. И с вами сказал: это здание для меня, я буду там пребывать. And then the building was built. И вот и после этого здание было возведено. It was all his master plan.
Это был весь его божественный план. And Baba also told him, build that building on the hilltop like Yajur Mandir, which was the residence of Swami in Prashantinilaya. И он сказал также построить ему еще одно здание, которое находится у подножия этого холма, подобно Иджур-мандиру. And finally, after Swami left the physical body in 2011 April, И после того, как с вами в 2011 году в апреле оставил свое физическое тело, we were all heartbroken. мы все, конечно, были просто потеряны. It was so with you. И я думаю, что и все вы также себя чувствовали. And that on that morning, when the world saw Swami's physical body for the last time, that was on 27th April 2011, И это было в апреле 2011 года, и в этот момент мир увидел тело, физическое тело с вами в последний раз. like any one of us, Madhusudan was also there in Sai Kulunthal in Prashantiniyam, mourning. И все из нас, и Мадхусудан тоже, все находились в Прашанти Нилаям, в Мандире, и все их были охвачены невероятным горем. At 5 o'clock in the morning, he was sitting there, putting down his head, his heart was crying. И Мадхусудан сидел в 5 часов утра, голова у него была повешена на грудь, и он горевал. Madhusudan is one of our most brilliant students. I was the warden of the hostels at Prashantinilaya and Brindavan totally for more than 25 years and one of the most brilliant students. Я около 25 лет управлял всем университетом, и я могу вам сказать, что Мадхусудан был одним из наиболее талантливых, наиболее выдающихся студентов, которые когда-либо учились у нас в университете. He received 2 gold medals from Swami's hand when he was a student. Когда он был студентом, он получил 2 золотых медали из рук Бхагавана. He stood first in the university when he graduated with bachelor's degree in chemistry, in science. И он получил, и когда он закончил университет, он закончил отделение химии и получил степень магистра, степень бакалавра. He also stood first in his MBA examination in the university. И также он был самым первым, самым лучшим, и точно так же он был и самым первым, когда он получал степень магистра. For the second time, he received the gold medal from Swami's hand. И опять, во второй раз он получил золотую медаль из рук Свами. More importantly, he wanted to live with Swami, serve Swami's mission, dedicate his complete life to Swami. И еще, что более важно, он искренне хотел посвятить себя, он хотел жить в присутствии Бхагавана и посвятить всю свою жизнь исполнению миссии с вами. After completing his education, we waited for many, many months, but Swami told him, now you have to go out. You have got my work to do outside, not here now. Но прошло несколько месяцев, и тогда с вами сказал ему, теперь тебе пора уехать. Тебе нужно жить за пределами ашрама и выполнять мою работу там. Naturally, when Baba gave up his physical form, he was also heartbroken. И естественно было то, что когда с вами покинул свое физическое тело, то сердце его разрывалось от горя. That morning, somebody tapped on his head. И в этот момент, вот именно в это утро, кто-то коснулся рукой его головы. And Swami's body was lying in state. И вдруг перед ним стояло тело с вами. And he looked up. Who is that who tapped on my head? He just looked up. И Мадхусудан просто поднял голову, кто это его касается, посмотреть, кто это. And Swami was standing in front of him, smiling. А с вами стоял перед ним и улыбался. Asked him, why are you crying? И спрашивал его, а от чего ты плачешь? Madhusudan naturally told Swami, look there, and showed Swami's physical body, which was lying lifeless. Естественный ответ Мадхусудана было, когда его реакция, он указал на физическое тело, лежащее там, и сказал, посмотри на это. Swami replied, that is a joke. I am here in truth. I am here. И с вами сказал, да это все шутка. Я-то здесь, вот он я, здесь. My mission is not complete. Моя миссия не завершена. I am going to continue my mission. Я собираюсь продолжить свою миссию. If you choose, you can play an important role in my mission. И если ты выберешь это, то ты будешь играть важную роль в моей миссии. And that's how this mission in the subtle form of Swami began. И вот так и началась вся миссия от тонкого тела с вами.
Now it is spreading all over the world. И теперь она распространилась на весь мир. Many new educational campuses are coming up in India. Все больше многих образовательных учреждений, университетов открывается по всей Индии. Many super specialty hospitals are coming up in many parts of India. Во многих частях Индии открываются многие суперспециальные больницы. And ashrams, many ashrams are coming up all over the world in many countries. А также во многих странах открываются ашрамы. And Swami has said time and again, all this is preparation for the advent of my next avatar, Prem Sai. И с вами очень много раз говорил, и он повторяет это, что все это подготовка к приходу следующего аватара. And today Према Swami has Сай. announced there is going to be an ashram in Russia. Сегодня с вами заявил о том, что и в России будет тоже его ашрам. This fulfillment of this ashram in Russia is when Prema Sai comes here and stays there and makes it the center of his mission in Russia. И это исполнение вот этого обещания его, это будет во время Према Саи, когда он приедет и будет пребывать в этом ашраме, и исполнится его воля. Many of you are so young, you will be fortunate to meet Prema Sai, see Prema Sai, listen to him, and you have the glorious opportunity to work for him. Многие из вас очень молоды, и вы, несомненно, достигнете того времени, когда вы встретитесь с Према Саи, и вы сможете видеть его, и вы можете работать для него, и это будет огромной удачей для вас. That is when the mission of Sai Avatar is going to find fulfillment. Вот когда миссия Сатья Сая Аватара найдет свою исполненность, завершение. My dear brothers and sisters, we are a part of the great mission of Swami, but a very mysterious part of Swami's mission today. Дорогие мои братья и сестры, мы все являемся с вами частью миссии Саи, но частью этой удивительной, таинственного периода миссии Саи. Let us rejoice. Поэтому давайте будем радоваться. And Swami is here. С вами сейчас здесь. He is going to speak to us. Он собирается сказать нам, говорить с нами Let us сейчас. treasure his words in our hearts. Поэтому давайте оставим его слова, опустим их в сердце, и пусть они будут там как драгоценность. And contemplate on those teachings. И давайте будем размышлять, глубоко размышлять о том, что он сейчас скажет. And practice those teachings. И самое главное, будем практически прилагать эти учения в нашей жизни. It was the Saint Francis of Assisi who said, Был такой святой Франциск Азирский, и он сказал: the teachings of God do not belong to the one who speaks. Он говорил, что учения, божественные учения принадлежат не тому, кто вещает с амвона. Teachings do not belong to the one who speaks, nor one who listens. Но они становятся принадлежностью того, кто внимательно внимает. God's teachings belongs to the people who practice. И также они принадлежат тому, кто применяет их на практике. With these words I conclude and pray to Bhagavan to grant his divine message to the most beloved brothers and sisters of Russia and other countries here. Thank you. И этими словами я завершаю и прошу всех моим даровать Господу благословение всем нашим русским братьям и сестрам. Спасибо.